Привет! С вами Review Machines, ваш привычный голос за кадром, и я рад вас всех приветствовать на новом вездеходере. Сейчас посмотрим на самые интересные новинки индустрии. Погнали! Друзья, рад видеть вас на новейшем шоу выставки вездеходной техники «Вездеходер», которая традиционно проводится совместно с выставкой «Поехали». И сегодня мы, как всегда, в этом море техники будем выискивать и показывать вам самые интересные новинки индустрии. Впереди у нас с вами снежный сезон, а значит особое внимание мы постараемся уделить разным снегоболотоходам, а также новинкам среди снегоходов. И прежде чем начать, друзья мои, как всегда призываю вас, подписывайтесь на наши альтернативные площадки, чтобы не потеряться в дальнейшем. Все ссылки будут в описании. Сразу отмечу, если вы участвовали в выставке, но не найдете вашей техники в этом ролике, просьба не обижаться. Все, хватить, у нас возможности нет. Что-то мы могли просто не заметить, либо ваши машины мы уже показывали в предыдущих роликах по вездеходеру. Ведь с каждым Новым годом хочется показывать именно новинки индустрии. Как, например, вот этот, яркий и уже небезызвестный проект под таинственным названием P3. А расскажет о нем еще один, для многих, гораздо более привычный голос за кадром, который, думаю, в представлении не нуждается. Господа, здравствуйте! Да, это уже не ваш любимый голос за кадром, но позвольте я сохраню этот шедевральный формат интересного для вас канала. Так что позвольте представить вам нашу новую разработку совместно с Jagger Garage. Большой гусеничный вездеход под рабочим названием Проект 3. База вездехода и практически вся его ходовая часть полностью собственной разработки. Двигатель в данном случае используется Cummins турбодизель 170 лошадиных сил. Такой же вы часто можете видеть на газелях. Но также при желании здесь может стоять и любой другой двигатель, вплоть до ЯМЗшки и еще чего угодно другого. Напомню, что для данного шасси данная мощность является минимальной. Плюс здесь применена автоматическая коробка передач, но по желанию заказчика можно поставить и механику. На суше вездеход может развивать максимальную скорость до 90 км в час, но одной лишь сушей, как вы понимаете, машина не ограничена. Она уверенно держится на воде и может развивать на ней скорость до 6 км в час, что, в общем-то, является неким эталоном для вездеходов данного класса. В ходовой используются главные передачи и бортовые редукторы от вездеходов ГАЗ для удобства и ремонтопригодности в отдаленных регионах. Гусеницы шириной 400 мм, длинноходная, рычажная, балансирно-пружинная подвеска. Грузовое пространство имеет длину 2920 мм и ширину 2150 мм. Погрузочная высота борта 900 мм. Напомню, что также помимо грузовой платформы здесь может содержаться и некая вахтовка, жилой модуль, КМУшка и все, что еще угодно другое. В этом варианте прототипа мы использовали кабину от Шишиги, хотя в серийной версии, естественно, будет более комфортабельное и более подходящее для вездеходов исполнение. Спасибо, что уделили внимание, а я снова уступаю место вашему любимому голосу за кадром. Спасибо Константину за рассказ о машине и помощь в подготовке этого видео. А мы двигаемся дальше, и сейчас давайте посмотрим, что новенького в снегоходном мире. Мы у стенда компании Irbis Motors, где представлены сразу два новых доступных снегохода российского производства. Это снегоход SF200 Superlong, версия 2024 года. Снегоход красив внешне и комфортен в использовании за счет независимой рычажной подвески спереди и снегоходной склизовой сзади с регулируемым ходом и жесткостью. Гусеница шириной 380 мм и увеличенной длиной в 3434 мм. Проверенный годами 180-кубовый мотор через клинно-ременный вариатор разгоняет снегоход свыше 50 км в час. Приборная панель простая, но отлично читается, с яркой подсветкой. Комфортное сиденье на двоих со спинкой для пассажира и возможностью установки большого кофра, как здесь. Есть подогревы руля и курка газа. Стоимость такого снегохода 390 тысяч рублей. Рядом стоит обновленный утилитарный снегоход Irbis Tungus 500. Новый 20-сильный двигатель Lanchin 460 кубов. В трансмиссии вариатор Safari и реверс-редуктор типа Буран с индивидуально разработанным шестеренчатым приводом в масляной ванне. Катково-склизовая подвеска сзади с 4 амортизаторами с регулировками. Передняя подвеска двухрычажная, ход подвески 140 мм. Гусеница длиной 3333 мм, шириной 500 Много внимания уделяется комфорту, подогреву ручек руля и курка газа, розетка на 12 вольт, яркая приборная панель. Большое комфортное сиденье с подседельным кофром объемом 42 литра.
Стоимость такого снегохода 400 тысяч рублей. Хоть уже и не сезон, но доступный новый квадро Kirby ATV-200 тоже очень интересен. Простой 12-сильный мотор с приводом цепью на заднюю ось, сравнительно небольшой вес 170 кг, прочная облицовка из ПНД с эффектным дизайном, комфортная независимая подвеска и, что не менее важно, наличие ПСМ. Стоимость квадроцикла 275 тысяч рублей. На самом деле, в технике Ирбис этого сезона очень много нововведений. Все не охватишь в рамках этого ролика, но все подробности я расскажу в грядущих полноценных обзорах у нас на канале. Не пропустите. Ну а мы двигаемся дальше. Отметим, что выставка разделена на два больших павильона. В одном все вездеходы, в другом снегоходы, квадры, мото и подобная техника. Людей огромное количество. Радует, что интерес к теме растет с каждым годом. Друзья, кто был на выставке, отмечайтесь в комментариях. Пишите ваши впечатления. Интересны ваши мысли по теме? Мы же пока возвращаемся в стан вездеходчиков, где один из самых видных стендов занимает компания Tinger. На выставку Tinger привезли все три свои модели вездеходов. Уже многим известные машины Tinger Armor и Tinger Track 2, а также нашумевшую новинку сезона — колесный вездеход Tinger TF4. Эффектная, красивая машина, которая за короткое время с момента презентации успела доказать свою эффективность на многих соревнованиях и прочих вездеходных мероприятиях. Если вдруг не видели наш обзор этого вездехода, обязательно посмотрите. Там мы испытываем его в самых разных условиях. А пока я напомню основное из его характеристик. По своей сути, машина представляет собой вездеход на переломной раме. Состоит из двух секций. Переломный механизм между ними гидравлический. Спереди кабина с силовым каркасом. Сзади кузов или кунг. Длина 4260 мм, ширина 2240, высота 2470. Без кунга масса машины 1400 кг. Под капотом нас встречает автомобильный двигатель Chery. Это трехцилиндровый 57-сильный агрегат объемом 812 кубов. Двигатель здесь работает совместно с вариатором и механической коробкой передач. Специально для этого вездехода были разработаны шины в размере 1400 на 650 с оригинальным рисунком протектора. Внутри интерьер по уровню отделки вполне может сравниться с автомобильным. Все элементы аккуратно подогнаны друг к другу. Все смотрится строго и гармонично. Спереди два пассажирских места, сзади, в зависимости от исполнения, может быть грузовой кузов или грузопассажирский кунг. Важно то, что Tinger идет в комплекте с PSM и допускается для эксплуатации на дорогах общего пользования. Стоимость вездехода с PSM от 1 900 000 рублей. Повторюсь, смотрите испытания в нашем полноценном обзоре, а мы тем временем двигаемся дальше. А как вам вот этот крутейший радиоуправляемый вездеходик, который по сути является собой высокодетализированную, уменьшенную копию вездехода Бро от Жуков Гараж? В детстве я за такую игрушку многое бы отдал. А теперь готов отдать многое вот за такую игрушку, немного побольше. Новый электровездеход Бро, как видите, может управляться в том числе и дистанционно. Применение такому решению масса. К примеру, не обязательно находиться в машине при преодолении опасных препятствий. Хотя находиться внутри — одно удовольствие. Оснащение богатейшее, интерьер комфортабельный. В этом вездеходе применяется два электродвигателя от Nissan Leaf с суммарной мощностью 210 сил. Емкость батареи 80 кВт-час. Запас хода примерно 5 часов. Кстати, рядом стоит еще один новый вездеход. Это гибрид, где помимо электроустановки внедрен также генератор собственной разработки, значительно увеличивающий автономность вездехода. А на канале у нас есть обзор электроверсии. Если не видели, ссылка будет в подсказке. Ах да, чуть не забыл, самое главное. Всем покупателям вездехода Бро вот это чудо будет в подарок. Заманчиво, не так ли? Теперь немного из мира снегоходов. На выставке были представлены новые машины таких гигантов индустрии, как Стелс и Русская механика. Мощные снегоходы, яркий дизайн, большой выбор опций. Но в тени больших стендов можно пропустить участников, представленных с меньшим размахом, но от этого не менее интересных. Новый производитель в индустрии снегоходной техники из Казахстана привез 3 новых мотобуксировщика под общим названием Сапсан. Один из них в классическом исполнении, один с передним модулем и еще один мини-буксировщик. Что касается букса на 500-й гусянке, общая конструкционная особенность — рама из бесшовной 25-й трубы, 18-сильный двигатель с 11-амперной катушкой, в базе идет богатое оснащение, подогревы ручек руля и курка газа, гидравлический тормоз.
Мини-буксировщик оборудован 7-сильным мотором с 5-амперной катушкой. В самой богатой комплектации с реверсом и электронной панелью приборов мотобукс Сапсан будет стоить порядка 200 тысяч рублей. Без реверса 170 тысяч рублей. Ну а мини-букс стоит 95 тысяч рублей. Как вам иномарочки из Казахстана, друзья? Большой гусеничный вездеход «Пластун Инспектор», производство Санкт-Петербург. Его длина 4710 мм, снаряженная масса 2360 кг. Вездеход оборудован гусеницами шириной 500 мм с независимой подвеской каждого катка. Дорожный просвет также 500 мм. В управлении применяется фрикционный механизм поворота. Двигатель устанавливается сзади. Это вазовский 78-сильный мотор объемом 1,6 литра с механической коробкой на 5 передач. С этим мотором большой вездеход может максимально разогнаться до 40 км в час. Машина плавающая. Для движения по воде есть странец для подвесного мотора. По периметру кузова предусмотрена палуба, по которой удобно ходить, когда машина на воде. Опционально здесь установлена мачта с тепловизором для применения в охоте. Внутри комфортабельный интерьер на 6. Можно организовать большое спальное место. Есть подогревы руля и сидений, мультимедиа-система и многие другие опции. Большой красивый гусеничный вездеход, но пора двигаться дальше. А это уникальная и очень интересная машина – вездеход «Калужанин». Начать с того, что это тот редкий случай, когда здесь реализован полностью независимый гидравлический привод на каждое колесо. Не часто встретишь такое решение вездеходной техники, не так ли? Гидравлика дает много преимуществ, среди которых большой крутящий момент и способность машины разворачиваться на месте в своих габаритах. Но это еще не все. Помимо привода на гидравлике, здесь внедрено беспилотное радиоуправление с видео и радиосвязью с дальностью функционирования до 2 км. Вездеход может автономно двигаться по заранее обозначенному маршруту и самостоятельно возвращаться в точку старта. Здесь используется 58-сильный дизельный двигатель, колеса сверхнизкого давления с функцией подкачки на ходу. Машина плавает, ее снаряженная масса 1500 кг, а полезная нагрузка до 1000 кг. Будет здорово испытать, на что способна эта техника на практике, но пока идем дальше. Разбавим немного вездеходную тему и зайдем в гости на стенд компании Тафаар, которые в этом году представили два обновленных снегохода – 500 и 800. И хотя моторы здесь остались прежние, это соответственно Лифан КП-500 и Ланчин 30. Нововведений в снегоходах очень много. Изменена рама, обновлен пластик, модернизировано сиденье, переработана передняя подвеска и так далее. На сегодняшний день 800 стоит 450 тысяч рублей, а 500-я версия 325 тысяч рублей. А это еще одна новая разработка компании – мобильная электрическая грузовая вездеходная платформа с дистанционным управлением. Но это, конечно же, классика от Тафаар, их мотобуксировщик. Между прочим, по данным организаторов, за первые дни выставки количество посетителей в этом году в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это прекрасно, что индустрия развивается, а вместе с тем растет и аудитория. Без ложной скромности, за 10 лет работы, я считаю, наш канал сыграл не последнюю роль в продвижении малой рекреационной механизации страны. Надеюсь, в дальнейшем будет только развитие. А вы как считаете, друзья, есть будущее этой индустрии у нас? Спереди может показаться, что перед нами обычный шерп. Вернее, теперь эти машины называются Архант. Но стоит заглянуть чуть дальше, и становится ясно, что этот вездеход далек от привычных нам компоновок. И нет, это не просто огромный прицеп. Это активная часть машины, где каждое колесо ведущее. Называется вездеход Архант 10. Постоянно ведущая в машине задняя часть из 6 колес. При необходимости подключается и передняя. То есть суммарно здесь 10 ведущих колес. Машина создана для использования в самых суровых условиях, в том числе арктических. Узел между секциями оборудован мощной гидравликой. Передняя часть машины может активно артикулировать относительно задней. Двигатель дизель Cummins 2,8 литра, коробка передач автомат. Возможность перевозки до 22 пассажиров или 3 тонн груза. Машина плавает, развивая скорость на воде до 6 км в час, а на суше до 35 км в час. Интересно, есть ли машины, готовые поспорить по проходимости с этим монстром? Компания Bolt Motors продолжает радовать нас новыми решениями в мире техники для работы и отдыха. На стенде мы видим основные модели в ассортименте компании. Особым интересом, конечно, пользуется полноприводный гибридный электромотоцикл. Видели наш обзор на этот аппарат?
Если вдруг пропустили, обязательно посмотрите. Рассказывать про него можно очень долго. Из нового замечаем вот такой одноколесный прицеп для мотоцикла. Похожий в свое время я видел у Рокона. Также заметим новую электрогибридную мотособаку. А вот ее мы еще не испытывали. С нетерпением ждем на тест. Вездеход-амфибия с миленьким названием Gala Baby. С интересной, почему-то нечасто встречаемой компоновкой багги. Сразу обратим внимание, машина на подвеске. Спереди Макферсон, сзади рычажная. Автор проекта говорит, на ходу машина очень комфортная. Здесь стоит трехцилиндровый литровый мотор от Toyota Yaris, работающий со штатной автоматической коробкой. Интересно реализована трансмиссия. Один привод коробки идет на раздатку, а затем на нивовские редукторы в герметичных корпусах. Герметичность нужна, потому что вездеход спроектирован как амфибийный. Второй привод от коробки идет на гребной винт. Он разгоняет машину на воде до 10 км в час. Возможно, комплектация машины системы центральной подкачки. Внутри 2 места, опять же, как на багге. Интерьер спартанский, но функциональный. Начальная стоимость вездехода Gala Baby от 1 миллиона 380 тысяч рублей и почти до 2 миллионов со всеми возможными опциями. Наверное, самый огромный вездеход с компоновкой квадроцикла, из тех, с которыми мы сталкивались в своей практике. Машина называется «Рысь», производство город Томск. Квадрокомпоновка выражается в посадке водителя по центру кузова и в типе управления, как на квадроцикле. В остальном это, конечно же, не квадроцикл, а большой вездеход на колесах диаметром 1650. Здесь устанавливается 140-сильный двигатель Toyota, работающий с коробкой автомат. Привод на раздатку от сотового Land Cruiser и на редукторе от ГАЗ-66 с блокировками. Чтобы управляться с такими огромными колесами, здесь стоит гидравлический усилитель с механической связью между рулем и колесами. На борту 4 посадочных места. Машина может плавать, а на суше развивать максимальную скорость в 60 км в час. На стенде Shermax наблюдаем все снегоходные новинки компании этого сезона. 200-е и 680-е модели уже были у нас в обзорах, а вот новый снегоход SHP 880 с 750-кубовым 33-сильным мотором и удлиненной рамой мы еще не испытывали. Ждем новинку на тесты. Как ждем и новый мотобоксировщик Enduro с заявленно увеличенной живучестью. Будет интересно испытать, насколько все-таки живуч новый Enduro-боксировщик. Уже есть идеи для жестких и интересных тестов этой техники. А здесь еще один красавец, вездеход NVEX, уже хорошо знакомый нашим постоянным зрителям. Но это довольно-таки нестандартный образец. Он проходит подготовку для участия в Байкальской миле. Компоновка квадроциклетная, водитель сидит по центру, руль соответствующий. А вот дальше начинается интересное. Здесь стоит 192-сильный мотор Toyota, на который вскоре будет установлен компрессор, и ожидаемая мощность составит по 300 сил. Коробка автоматическая, мосты используются от Nissan Patrol с пневматическими блокировками. В результате этот вездеход после завершения доработок сможет показывать скорость 140 км в час. Впечатляюще для такой машины. Что ж, друзья, это все, что мы успели охватить за съемочный день в этом году. Если вдруг мы пропустили что-то интересное, дайте знать. Ну и вообще, пишите ваши впечатления о выставке. На этом наш ролик подходит к концу, но прощаться мы с вами по традиции не будем. Увидимся в комментариях прямо сейчас. Спасибо, что прогулялись с нами сегодня. Подписывайтесь на канал, а также на все остальные наши площадки, чтобы не потеряться в дальнейшем. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. До встречи.